Друзья, всех приветствую! В этом видео я покажу вам подробнейшую технологию сборки мужских брюк. За основу я взяла выкройку от Grasser номер 1059, если кому-то интересно. Из изменений убрала боковые карманы и заузила брюки. Ткань у меня хлопок с добавлением вискозы, что очень классно для летнего сезона. Вы можете выбирать свою ткань, также это может быть и трикотаж, футер и так далее. На моем канале есть отдельные видео по узловой обработке данных брюк, обработка пояса, кармана, подгибка низа брюк. Данная технология подойдет и для женского ассортимента, детского. Самое главное – это освоить технологию. Ну что ж, друзья, ставьте свои сердечки, ведь это означает для меня простое человеческое спасибо и вдохновляет на создание новых, а самое главное, интересных видео для вас. Приятного просмотра! Поехали! После того, как вы раскроили все детали, берем заднюю половинку брюк, и вот этот участок нам нужно растянуть на 1 сантиметр. Оттяжку можно потом проверить, приложив к детали выкройки. Вот у меня как раз на 1 сантиметр получилось. Итак, обработку наших брюк мы начинаем с обработки кармана. Первым делом нам нужно проклеить косой ход в карман, чтобы предотвратить его растяжение. Проклеиваем мы с изнаночной стороны клеевой лентой долевой. У меня это готовая уже лента шириной 1 сантиметр. Если у вас такой ленты нет, можете выкроить из дуплерина по долевой полоску шириной 1 сантиметр. Делаем то же самое на второй половинке брюк. Далее к передней половинке брюк, к лицевой стороне, мы прикладываем лицевой стороной верхнюю подкладку кармана. Уравниваем срезы, скалываем или сметываем, кому как удобно. И прокладываем строчку на расстоянии 0,7 см от среза. Прокладываем строчку на 0,7 от среза, делая закрепки впереди и в конце строчки. Далее мы приутюживаем шов. Срезаем припуск до 0,5. Переворачиваем подкладку и аккуратненько заутюживаем. После этого нам нужно сформировать перекант на 0,1 мм на сторону подкладки. Заметать и приутюжить. Выметала перекат в 1 мм на изнаночную сторону. Кто-то скажет, я сразу буду шить. Пожалуйста, я показываю видео для новичков, и порой такой навык не повредит лишний раз метать, чтобы получить ровненький перекат, чтобы изделие смотрелось очень красиво. После этого мы приутюживаем наш припуск, охлаждаем шов, стабилизируем его. После этой операции мы идем под машину и делаем отстрочку. Отстрочку делаем по лицевой стороне на расстоянии 5 мм. Убираем нитки сметывания и снова приутюживаем шов. У настоящего портного есть незыблемое правило: после каждой операции делать ВТО. Тогда ваше изделие будет просто идеальным. Далее мы берем боковую часть передней половинки, совмещаем лицом к лицу с подкладкой кармана верхней. Уравниваем срезы. Все должно совпадать. Скалываем или сметываем детали, прокладываем строчку
на 0,5 от среза. Далее срезы кармана можно обметать на верлаке, либо обработать, как я, косой бейкой. Как обрабатывать срезы косой бейкой, смотрите в моем видео по ссылке вверху экрана. Меньшую сторону я прикладываю к боковой части, которая смотрит на меня. Прикалываю ее иголочками, либо приметываю и делаю строчку точно вот в этот загиб. Далее мы нашей бейкой, мы ее пришили, огибаем вот этот припуск. Вот это у нас сторона больше на 1 миллиметр. Огибаем припуск, фиксируем его либо булавочками, либо сметочной строчкой. Прокладываем закрепляющую строчку либо по самой косой бейке, либо в шов. Я буду прокладывать строчку в шов. Далее мы убираем сметочную строчку, приутюживаем детали и проверяем шов. Смотрим, чтобы бейка у нас везде была с изнаночной стороны закреплена. Так наш кармашек выглядит с изнанки. И теперь нам нужно закрепить вот эти вот срезы прямой строчкой. Закрепляем их булавками вверху и в боковом шве. Срезы все должны совпадать. Прокладываем вверху закрепляющую строчку на расстоянии 5 мм и в боковом шве. Он готов. Так, далее мы берем заднюю половинку брюк и переднюю половинку брюк, уравниваем срезы бокового шва, складываем лицевой стороной друг к другу, уравниваем все срезы по длине, скалываем, кому нужно сметываем и прошиваем прямой строчкой на расстоянии припуска. У меня припуск 1 сантиметр, у вас припуск может быть свой. Итак, друзья, мы проложили с вами стачивающую строчку. Теперь нам нужно поутюжить шов. Только после этого мы пойдем на оверлок. Обметанный шов мы приутюжим сначала, а затем мы его заутюжим на сторону задней половинки брюк.
Прокладываю закрепляющую строчку или отстрочку на стороне заднего полотнища. Далее мы совмещаем шаговые срезы. Скалываем, сметываем, если кому-то нужно. И прокладываем стачивающую строчку на расстояние припуска. Мой припуск 1 сантиметр. После этого мы приутюживаем шов и идем под оверлок. Я все это сделаю за кадром, здесь ничего сложного. Я стачала шаговый шов, приутюжила его и теперь буду прокладывать строчку на оверлоке со стороны спинки. Я положила обметочную строчку, теперь я приутюжу. Вообще никогда не пренебрегайте утюгом, как нас учили после каждой операции делать процесс влажно-тепловой обработки. От этого напрямую зависит красота и вид внешний вашего будущего изделия. Теперь нам нужно этот шов заутюжить. Заутюживать мы его будем наперед. Далее нам нужно стачать детали по среднему и бантовому шву. Для этого правую и левую часть лицом к лицу мы складываем внутрь. Уравниваем срезы. Вмещаем по шаговому шву. Далее по контрольным меткам соединяем, сметываем или просто скалываем булавочками и делаем строчку. После этого мы приутюживаем шов. Все срезы должны совпасть, быть одной длины. Припуск у меня будет здесь 0,7, не сантиметр. Я сначала шов, приутюжила его. Теперь я иду обметывать шов, после чего я его заутюжу на одну сторону. Сначала приутюжу, а потом заутюжу. Друзья, переходим к следующему этапу, а это именно притачиванию пояса к изделию. Пояс у нас состоит из двух частей, одной центральной части и одной боковой части со сгибом. Я уже выкрыла детали, нам понадобится резинка, ширина пояса 4 сантиметра. Свой пояс я буду проклеивать дублерином, потому что ткань у меня достаточно тонкая и сыпучая, и чтобы не потерять припуск, буду проклеивать тоненьким 38-граммовым дублерином. Он у меня стабилен по основе и немножко тянется по утку. Поэтому ориентируйтесь на свойства своей ткани, на ее сыпучесть, толщину и принимайте решение, дублировать или нет. Итак, я проклеила центральную и боковую часть со сгибом. Далее нам нужно отметить в соответствии с выкройкой контрольные точки, отверстия для тесьмы. Можно отметить линию перегиба и припуски. Также эти точки отмечаем на боковой детали. Далее нам нужно обметать края боковой детали и края центральной детали оверлоком. Далее мы складываем лицом к лицу центральную часть и боковую часть пояса, скалываем и прокладываем строчку на расстоянии 1 см от среза, оставляя открытым участок для входа шнурка. То же самое и делаем с другой стороны центральной части. Далее разутяживаем наш припуск. После этого мы делаем закрепляющую строчку на 0,1 от сгиба с лицевой стороны вокруг нашего отверстия. Вот такая вот отстрочка у вас должна получиться. Можно, конечно, проложить, если так будет сложно, вдоль шва вот этого одну строчку
И вдоль этого шва тоже строчку. Тоже будет красиво. Для равномерного втачивания пояса необходимо отметить контрольные точки. Для этого нам нужно пояс поделить на 4 части. Первая контрольная точка — это будет середина центральной части, которая будет соответствовать шву на полочке. Далее мы перегибаем пояс пополам и отмечаем еще одну точку, которая будет соответствовать шву среднему на спинке. Далее соединяем эти точки вместе и отмечаем точки соединения с боковым швом. После этого мы складываем пояс пополам и приутюживаем. Далее нам нужно расчертить линии от строчки. Для этого я отмечаю припуск притачивания пояса к изделию, и оставшееся расстояние я делю на 3 части. Сверху у меня будет 1 сантиметр, и от припуска у меня тоже будет 1 сантиметр. Оставшаяся часть у меня будет самая широкая, где будет проходить шнурок. Берем резинку, которая будет соответственно ширине вашего пояса. У меня она шириной 4 сантиметра. Отмечаем нужную ширину, предварительно примерив, и стачиваем резинку прямой строчкой, либо строчкой зигзаг. Стаченный пояс, резинку вернее, нам нужно поделить на 4 части. Складываем пополам, отмечаем. И теперь складываем пополам снова. Далее нам нужно резинку ложить в пояс, совмещая контрольные метки. Закрепляем пояс вместе с резинкой. И далее соединяем по остальным меткам. Нам нужно закрепить пояс, припуск пояса, сметать или булавками, растягивая резинку. После этого мы прокладываем машинную строчку на расстоянии припуска, не захватывая резинку. Булавки, которые скрепляют резинку с поясом, по 4 точкам мы не вытаскиваем. Итак, я сметала детали пояса на расстоянии припуска. И теперь буду прокладывать строчку на расстоянии 1 сантиметр, не захватывая резинки. Далее нам нужно сделать 3 отделочные строчки, равномерно распределяя резинку по всему поясу. Для этого я буду использовать вот такой мощный достаточно магнит. Я ставлю на припуск в 1 сантиметр ограничитель.
Далее я прокладываю вторую отделочную строчку, ставлю магнит-ограничитель. Все проверяю. Далее мы берем наше основное изделие, лицом к лицу, складываем его по контрольным меткам с нашим поясом. Переднюю половинку скалываю с центром, боковой шов. Средний шов на задней половинке брюка. Итак, я соединила пояс изделия по всей окружности, совмещая контрольные точки. Теперь нам нужно проложить стачивающую строчку на ширину припуска ровно вот в эту строчку. После того, как мы притачали пояс, нам нужно обметать шов соединения на верлаке. Обметываем мы с лицевой стороны. Отутюживаем припуск на сторону изделия. И с лицевой стороны. Последний этап. Продеваем шнурок, как у меня, либо кулиску, которую можно сделать из основной ткани. Продеваем в отверстие, которое мы оставили в поясе. В первую очередь нам нужно выровнять линию низа брюк и обращаю ваше внимание на то, чтобы линия низа была перпендикулярна швам шаговому и боковому. В этом случае подгибка очень легко ляжет в изделие. Если в прямых брюках у нас припуск – это продолжение бокового и шагового шва, то в зауженных брюках припуск будет выглядеть немного по-другому, а именно под углом. Угол по отношению к линии низа бокового шва и продолжения припуска должен быть одинаковый, вот эти вот углы. Тогда припуск комфортно ляжет под гибку низа. Смотрите, если в зауженных брюках вы припуск выкроите также продолжение линий по отношению к линии низа, то вот этот припуск при подгибке, его у вас не хватит на то, чтобы подшить низ. Вверху будет ткани много, а припуска мало. И подшить у вас такие брюки не получится. Нужно будет или перекраивать, либо можно, какой выход, боковой шов, шаговый шов, свести, распороть какой-то участок и свести на нет к линии низа, оставить 3-4 миллиметра. У меня припуск будет 2 сантиметра, у вас может быть свой припуск. Я намечаю две линии. Одна линия на расстоянии 2 сантиметров от линии низа, линия подгибки. И вторую линию на расстоянии сантиметра. Не забываем про перпендикуляры в этих местах. Мы подворачиваем сначала первый припуск, заутюживаем его и потом подворачиваем уже по линии подгибки. Приутюживаем припуск на 1 сантиметр.
Будьте аккуратны, если у вас припуск был нарисован мелом, который исчезает от утюга термо, да, или терморучкой, то лучше линии прометать, чтобы их не потерять и не делать двойную работу. Таким образом, утюжим. Подгибаем приутюженный припуск еще раз по линии, намеченной низа. Приутюживаем припуск. И фиксируем его либо булавочками, либо сметываем. Все зависит от вашего навыка и опыта. И делаем строчку, прямую строчку на машине на расстоянии 0,1 вдоль сгиба. Приутюживаем подшитый припуск. Наш припуск готов. Вот так выглядит с лица. Очень аккуратно и чистая обработка. Брючки готовы. Благодарю вас за внимание. Пишите в комментариях, какие темы вам интересны. Всем желаю творческих пошивов и отличного дня.